Всем привет! Меня зовут Иван, и я тимлид в команде Big Data Мегафон. Моя команда занимается различными гео и ритейл-кейсами, но не только ими. С одним из таких кейсов вы могли познакомиться в нашем докладе в прошлом году. В этот раз мы хотим рассказать вам о том, как мы применяли современные методы Causal Inference в кейсе ценообразования на уровне одной ценовой зоны и что из этого вышло. Интересен здесь не только метод, но и то, какие особенности данных мешали нам его применить из коробки. Давайте в двух словах пройдемся по предстоящему докладу, чтобы вы понимали, чего ожидать. Мы будем идти в порядке, похожем на хронологию проекта, так что вы сможете с нами подумать о подходах. Во-первых, мы формализуем задачу и сформулируем ее на математическом языке, от простого к сложному. Сразу за этим мы поговорим об особенностях данных и задаче, и сложностях моделирования ими вызванных. В третьем пункте мы расскажем, как же мы пытались оценить зависимость спроса от цены на исторических данных и какие результаты наблюдали. Часто это были довольно неожиданные и интересные результаты. Сразу за этим идет небольшой обзор работы с эндогенностью и то, как с ней можно справляться. В этой части мы рассмотрим новый и интересный подход, использующий модифицированную нами методику для решения этой задачи. После того, как мы оценим корректно зависимости, мы перейдем к динамической оптимизации цены, так как оптимальная в моменте цена может не входить в оптимальную ценовую стратегию для партии товаров. И в конце мы расскажем вам о дальнейших шагах. Перейдем к формулировке проблемы. Начнем с данных, которые у нас имеются из магазинов. Я перечислю здесь минимальный набор. Это данные о продажах товара, цены на товар, цены закупки, различные характеристики продукта. Другая, очевидно необходимая информация – цены конкурентов. Наша основная цель – найти оптимальную цену в каждом моменте, тем самым сформулировав оптимальную ценовую стратегию для реализации партии товара. Давайте теперь разберемся, что такое оптимальная цена и как ее найти. Начнем с простой классической задачи оптимизации прибыли. Вы ее видите на уравнении. В результате решения такой задачи мы получаем оптимальную цену товара для этой целевой функции, то есть прибыли. Но обратите внимание, что здесь мы оптимизируем цену в моменте. Также мы уже имеем фиксированную закупку товара, и значит наши косты уже понесены и не зависят в данном случае от цены продажи. Все, что нам теперь осталось оценить, это зависимость Q от P и решить задачу оптимизации. Перейдем теперь к этой самой оценке. Рассмотрим цены в одной ценовой зоне, то есть там, где у всех магазинов на конкретный товар одинаковая цена. Начнем с классического и немного устаревшего решения. Напомню, что мы хотим оценить зависимость спроса от цены. И в качестве бейзлайна мы примем линейную модель, то есть в данной спецификации предположим, что спрос зависит от цены линейно, с некоторым наклоном бета. С такими предположениями мы можем легко решить оптимизационную задачу, подставив оценку в условия первого порядка и найдя оптимальную цену. Казалось бы, что может пойти не так? И тут мы переходим ко множеству проблем, которые приносит практика. Во-первых, у нас довольно небольшое число наблюдений для каждого товара, так как жизненный цикл SKU, Stack Keeping Unit, довольно ограниченный, по крайней мере в том, что касается цифровой техники. Модели часто обновляются и живут недолго. Другой проблемой является наличие множества товара без изменения цен, либо с малыми вариациями в цене. На самом деле это приводит к тому, что невозможно конкретно для них оценить эластичность. У нас просто нет этой информации. Следующая реальная проблема – это то, что в разных магазинах разная наполненность товаром. Может оказаться так, что наш конкретный товар представлен очень неравномерно. Изменение спроса, прокси которого являются наши продажи, здесь скорее зависит от распределения товара по сети, чем от цен. То есть мы видим только реализовавшийся спрос, а тот, который есть в целом, мы по продажам не знаем наверняка. Огромной проблемой является, когда мы получаем в оценке положительную зависимость продаж от цены. Здесь мы предполагаем проблему эндогенности. И в итоге близорукая оптимизация. Цена, оптимальная сейчас, может приводить, например, к залеживанию партии товара и сбросу его в конце цикла.
так как наша цена может быть, например, слишком высока. Перейдем теперь к проблеме эндогенности, которая вызвала одну из проблем с предыдущего слайда. Так как в бейзлайне мы и не ожидали получить финальное хорошее решение, мы начали с анализа получившегося результата. Во-первых, мы начали думать о проблеме положительной эластичности. На левом графике вы видите кривую спроса, которую можно найти в любом учебнике. Спрос убывает при росте цены. Справа иллюстрация того, как выглядит положительный коэффициент в регрессии, который мы строили. С точки зрения оптимальной цены, это значит, чем больше цену мы назначим, тем больше товара продадим. Звучит не очень. Такой наклон кривой спроса типичен для того, что называют товарами Гиффина, но, скажем, ничем не выделяющиеся смартфоны эконом-класса таковыми вряд ли являются. Из этого мы делаем предположение, что имеем дело скорее с некорректной оценкой эластичности спроса по цене, чем с какими-то особенностями товара. Мы считаем, что наше смещение в оценке вызвано эндогенностью. Формально эндогенность в нашем кейсе можно записать как неравенство совместного мат-ожидания ошибки регрессии цены нулю. Эта формулировка не совсем очевидна, поэтому давайте немного подумаем над интерпретацией. Могут быть разные объяснения эндогенности. Давайте лучше приведем пару примеров. Во-первых, рост цен может быть вызван ожиданиями роста спроса по каким-либо причинам в будущем, известным ритейлеру. Это называют проблемой обратной причинно-следственной связи. Второй вариант – у нас есть какой-то третий фактор или факторы, которые приводят к одновременному росту цены и спроса. Например, какое-то событие, которое провоцирует одновременно рост цены и потребления. Это называют смещением по причине скрытой переменной или omitted variable bias. Давайте попробуем графически и уже на уравнении регрессии увидеть то, что обсудили на прошлом слайде. Здесь у нас y – target, x – наша эндогенная переменная, u – остаток регрессии. Направление стрелки здесь означает направление от причины к следствию. Стрелкой 1 здесь представлена обратная причинно-следственная связь. Видите, наша переменная x оказывает влияние на таргет y. Стрелкой 2 – omitted variable bias. Где-то в ошибке регрессии спрятана неучтенная переменная, которая оказывает влияние на таргет и эндогенную переменную. Именно она вызывает изменение y. Но так как x из-за нее тоже меняется, то мы по ошибке можем принять его за причину. Главное, что мы должны вынести отсюда. Корреляция, которую мы часто ищем в ML-моделях, совсем не то же самое, что причинно-следственная связь. Если две переменные двигаются совместно, пусть и с лагом, это еще не значит, что одна из них вызывает движение другой. Давайте теперь посмотрим, как обычно справляются с эндогенностью. Для этого используют инструментальные переменные. На графе вы видите, что использование инструментальной переменной z позволяет нам изолировать воздействие именно x на y. То есть инструмент — это такая переменная, которая будет связана с x, но при этом никак не связана с y напрямую, только через x. В их качестве часто выбирают, например, случайные изменения x, которые произошли по ошибке, или вызваны какими-то известными нам, но никак не связанными с таргетом причинами. Классический алгоритм, в котором используют инструментальные переменные, это двухшаговый метод наименьших квадратов, или 2SLS. Он делится на несколько этапов. На первом этапе мы строим регрессию первого шага, эндогенной переменной, на инструмент и на прочие экзогенные переменные, характеристики товара и так далее. На втором шаге мы прогнозируем x по модели первого этапа и строим регрессию второго этапа, который совпадает с той, что мы оценивали ранее. Но вместо эндогенной переменной мы используем ее предсказание. В результате мы получаем несмещенную оценку зависимости, которую и искали. Важно следить за некоторыми моментами. Для инструмента должно выполняться два требования. Это сила инструмента и его валидность. Под силой мы понимаем достаточно высокую корреляцию между инструментом и эндогенной переменной. Эмпирически принято смотреть на F-статистику для первого шага и заботиться о том, чтобы она была больше 11. Правда, иногда это приводит к забавным случаям, когда многие научные статьи имеют пик в 11 по F-статистике, так как всячески пытаются продвинуть слабый инструмент. Валидность означает, что наш инструмент не коррелирован с ошибкой регрессии y на x, а также, что коэффициент при нем в регрессии первого шага стат-значимо отличен от нуля. При этом
отсутствие корреляции с ошибкой невозможно доказать строго, поэтому здесь часто необходимо в это поверить, обосновав логически. Если хотите, вы можете почитать больше про инструментальные переменные по ссылке на слайде. Как вы поняли, неизменным подготовительным этапом для работы с эндогенностью является подготовка инструмента. Для цены мы можем обратить внимание на различные price shifters. Ими может быть цена закупки, если товар закупается непрерывно, цена на товар на другом похожем рынке, цена в прошлом. Здесь в целом можно проявить творчество. Главное — проверять выполнение требований к инструменту. Хорошо, мы можем скорректировать смещение с помощью 2SLS, но при этом часто страдает мощность оценки. Наша оценка будет хоть и верной, но часто очень неточной при той же выборке. Так и вышло у нас. Мы получили много похожих на адекватные, но незначимых результатов. Мы решили применить более современные методики, включающие machine learning, для решения этой проблемы. Мы расскажем об одном из методов, которые мы протестировали, и о том, как это взлетело. Метод называется MDE, или Method of Direct Estimation. Мы взяли его из статьи Causal Inference through the Method of Direct Estimation. Он заключается в том, что мы отходим от предположений линейной зависимости и пытаемся оценить нашу зависимость поточечно. При этом он позволяет использовать более продвинутые методы, чем линейную регрессию, что может добавить мощности в нашу оценку. Как и ранее, он состоит из нескольких шагов. На первом шаге мы оцениваем ожидаемую зависимость цены от инструмента условно на иксы. На втором мы, используя predict из первого шага, можем оценить ожидаемую зависимость продаж от цены, зависимой от инструмента, при условии иксов, конечно же. В результате мы можем создать две функции, аналоги небольших изменений в цене и продажах в зависимости от их аргументов. И как финал мы можем получить оценку LICE, Local Instantaneous Causal Effect, как предел отношения этих двух изменений. В результате мы получаем оценку зависимости, которая эквивалентна оценке 2SLS в плане несмещенности, а доверительные интервалы мы можем получать, используя Bootstrap. Это было немного теории. А теперь Денис расскажет, как мы модифицировали этот подход и что ждало нас на практике. В оригинальном решении предполагается использовать в качестве фичей множество всевозможных сплайнов. В нашем случае описывающих взаимодействие между ценой и ее характеристиками. Проблема в том, что даже генерируя фиксируемое число сплайнов для каждой переменной, мы также будем включать в модель и их интеракшены. Это нужно, чтобы модель уловила нелинейные связи. Очевидно, что это приводит к слишком большому росту фичей, поэтому сначала мы отсеем некоторые из них по корреляции с таргетом, то есть оставим самые скоррелированные, а затем обучим осой регрессию, чтобы еще уменьшить влияние размерности данных. И только уже на результатах обученной регрессии мы можем оценить WISE для заданной точки. Проблема в том, что сама генерация сплайнов и их интеракшенов довольно ресурсоемкий процесс, а количество фичей мгновенно достигает высоких размерностей. Более того, сами сплайны тоже требуют определенного порога вхождения, и такой подход нельзя сходу применить, не меняя готовый пайплайн модели. Мы подумали, что можно применить метод MDE и рассчитать WISE, просто заменив генерацию сплайнов на любой другой нелинейный алгоритм. Логика простая. Множество сплайнов, работающих независимо друг от друга, довольно похожи по своему принципу на ансамблевый алгоритм, в нашем случае Random Forest. Заменив сплайны на Random Forest, мы можем оставить уже существующие фичи, то есть лаги, скользящие средние и так далее, и просто поверх них применить алгоритм, который уже готов из коробки, не требует особо никакой настройки, и таким образом мы сильно упрощаем подход к подготовке фичей, гарантируем получение нелинейных связей и упрощаем процесс обучения и применения модели. Но, конечно, у такого подхода тоже есть проблемы. Процесс генерации фичей все-таки это творческий процесс, и мы можем потерять часть информации. Также при таком подходе мы увеличиваем риск оверфита и должны внимательно за этим следить. Ну и самый главный минус, если мы работаем с ансамблем деревьев, деревья не могут экстраполировать результаты. Почему для нас это может быть плохо? Ну, рассмотрим алгоритм расчета WISE подробнее. Если мы раскроем скобки и отойдем от работы с вероятностями, то получим, что выражения сходятся к разности предсказаний двух алгоритмов, где один алгоритм предсказывает на оригинальных данных, а другой на инкрементированных. Причем инкрементируем мы только наши инструментальные переменные, то есть цену и ее производные. Независимые переменные мы не трогаем, поэтому все, что связано напрямую с ценой, мы никак в наших алгоритмах не меняем.
Здесь и всплывает главный минус использования деревьев, так как, скорее всего, мы будем получать одинаковые предсказания как для оригинальных, так и для инкрементированных данных. В итоге разность предсказаний наших алгоритмов всегда будет равна нулю, и мы просто не можем посчитать Weiss. Как можно решить эту проблему? Ну, например, мы можем экстраполировать результаты Фореста, используя обученный на предсказаниях Фореста полином. Рассмотрим пример предсказаний Фореста. Видно, что общая логика предсказаний верна. Чем меньше цена, тем больше продажи. Но так как мы работаем с деревьями, предсказания распределяются по бинам, в которых мы никак не можем посчитать разность, особенно при незначительных инкрементах фичей. Поэтому мы просто обучим полином, где в качестве таргета будут предсказания Фореста, а в качестве фичей, собственно, фичи, на которых Форест и обучался. Таким образом, используя полином, мы всегда сможем экстраполировать предсказания для инкрементированных данных и посчитать разность. Оценивая результаты работы модели, мы можем сказать, что рассчитанная оптимальная цена слишком волатильна, и алгоритм не прощупывает до конца эластичность товара. Поэтому нам необходимы ценовые эксперименты, в ходе которых модели гораздо проще выявить истинную эластичность товара и смоделировать ее, тем самым давая нам возможность точно оценить Weiss. На рисунке видно, как во время ценовых экспериментов в ноябре Weiss все еще продолжает уходить в никуда, но уже в начале декабря он начинает сходиться и выходить на плато. Цена начинает выравниваться вместе с ним, что логично. По итогу, получив истинное значение Weiss, у нас на руках более точная оценка эластичности товара, с которой мы уже можем посчитать оптимальную цену для максимизации маржи товара. Вернемся к остальным проблемам, которые мы упомянули в начале доклада. Одной из проблем было малое число наблюдений на каждой SKU. Данную проблему мы решали переходом от рассмотрения отдельных товаров как уникальной единицы к подходу, основанному на пространстве характеристик этих товаров. То есть мы рассматриваем проблему выбора, с которой столкнулся человек, решая, что же ему купить. Мы хотим понять, как он видит этот товар. Думаю, ему важен не именно номер SKU, а определенные технические характеристики, цвет и так далее. И, конечно, то, как это соотносится с ценой. Отсюда мы можем рассматривать целый набор товаров как один, но с разными значениями этих самых характеристик. Следующая проблема – вариации в цене. Эта проблема решается ценовыми экспериментами, то есть почти что случайными изменениями цены, которые позволяют набрать необходимую статистику. И в конце, для учета неравномерности распределения товара, мы можем использовать заполненность магазинов как фичу. Перейдем к динамической оптимизации цены партии товара. Мы понимаем, что вне зависимости от качества модели спроса, решая задачи из начала доклада, мы оптимизируем цену в моменте. Она чаще всего не совпадает с оптимальной ценой на дистанции. Мы решили применить динамическую оптимизацию Белмана для этой задачи. Задача детерминированной динамической оптимизации в нашем случае выглядит так. То есть наша цель – максимизировать сумму прибыли на всем жизненном цикле товара, понимая, что завтрашние деньги для нас менее ценны, чем сегодняшние. Напомню, что мы используем продажи как прокси спроса. Для простоты мы принимаем зависимость продаж от цены за детерминированную величину. Это значит, что мы можем считать функции прибыли от цены и прибыли от продаж эквивалентными. Записываем межпериодные ограничения и идем на следующий слайд. Здесь мы показали value function, преобразовали ее к рекурсивному виду и опустили подробности решения уравнения далее. Здесь все довольно стандартно, уравнение Эйлера. А вот далее давайте посмотрим на реализацию численного подхода. Во-первых, мы генерируем все возможные допустимые траектории остатков. Во-вторых, принимаем значение целевой функции за 0 после временного ограничения на жизненный цикл. А далее уже идем backward и отбрасываем все траектории, которые не могут быть оптимальными на каждом шаге. Таким образом, постепенно мы сужаем набор допустимых траекторий и приходим к нашей ценовой стратегии. Здесь надо иметь в виду, что каждый временной период нам лучше бы повторять весь процесс, так как меняется многое, и потому меняются оптимальные траектории. В теории все звучит просто, но на практике мы столкнулись с определенными трудностями. В частности, уравнение Белмана предполагает, что у нас будет невырожденная value функция. В идеале, учитывая, что мы работаем со спросом, мы хотим увидеть функцию маржи в виде перевернутой параболы, где ее экстремум и будет оптимальным количеством проданного товара, при котором мы получим наибольшую маржу. Но так как мы работаем с нелинейными алгоритмами, в которых спрос не явно выражен через цену,
мы уже не можем их просто выразить друг от друга и засунуть в уравнение. Если мы попробуем оптимизировать то, что есть, то получим тривиальную функцию спроса, где при расчете производной мы всегда будем получать ответ 0. Но мы уже убедились, что после ценовых экспериментов y сходится к истинному спросу, и при росте цены продажи у модели начинают падать. Получается, что мы можем смоделировать функцию спроса, если построим полином на предсказанных продажах от предполагаемой моделью ценой. Такая функция уже будет иметь вид перевернутой параболы, и мы сможем ее оптимизировать через Белмана. В итоге получаем желаемую траекторию сбыта остатков, где при больших залежах товара мы продадем много, а при маленьких сбавляем поставки, что и видно на графике. Очевидно, что на этом работа с ценообразованием еще не закончена. Мы получили ценный инсайт и хороший бейзлайн, от которого можем оттолкнуться далее. Но у нас еще много идей и планов на будущее, как можно в дальнейшем развивать эту модель. На этом наш доклад закончен. Спасибо, что послушали. Если будут вопросы, то обязательно оставляйте их в комментариях. Спасибо.